Спонсор этого видеоролика Озон Travel. Заказать недорогие авиа или ЖД-билеты вы можете по ссылке в описании. Мы приветствуем вас на нашем канале и перед просмотром просим подписаться, поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями. Приятного просмотра! Если говорить о дешевых поездках из Европы, то сейчас в Баку можно долететь через Стамбул и с недавних пор Будапешт. Wizz Air открыл рейс из столицы Венгрии, и теперь в Азербайджан можно долететь за смешную сумму от $35 за рейс. Сразу по приезде Баку начинает удивлять. Недалеко возле вокзала находится здание, издалека похоже на дворец. Присматриваемся ближе, и оказывается, что это просто один из ресторанов сети быстрого питания KFC. В городе очень много кошек, возможно, потому что собак практически не видно. Хотя Баку довольно большой город, но практически все, что стоит увидеть, находится в пределах пешей прогулки. За 2 дня удастся обойти все, что можно и нельзя. Гуляя по городу, замечаешь множество фонтанов. Кроме парка фонтанов, что является одним из основных мест для встречи и отдыха бакинцев, невероятно красивые экземпляры можно увидеть даже напротив торговых центров. Еще одним особым признаком Баку являются балконы. Порой кажется, что такого разнообразия форм и количества огромных балконов не увидишь больше нигде в мире. Проезд в общественном транспорте – одна из самых дешевых опций в столице Азербайджана. Если в целом уровень цен очень напоминает европейский, а валюта манат стоит почти как евро, то проезд в 20 гяпик в маршрутке или метро может только порадовать. Кстати, в подземку невозможно попасть без магнитной карточки, задаток за которую будет 2 маната. Поэтому, если уж решили туда спуститься, хотя в этом нет необходимости, то попросите прохожих оплатить вход их картой и отдайте деньги за проезд наличными. Отдельно стоит сказать о такси в азербайджанской столице. Дешевая популярная служба, и в городе есть лондонские кэбы. Оплата по счетчику, тарифы в разумных пределах. Кроме того, где еще покатаешься в настоящем лондонском такси, кроме столицы Великобритании? Гуляя по Баку, чувствуешь странный контраст. Старый город извне отреставрирован и продолжает восстанавливаться, однако внутри узких улочек можно увидеть пустоты, где когда-то находились дома, а также кучу мусора во дворах и подъездах. Что интересно, за 2 дня подряд мне пришлось наблюдать картину, когда несколько уборщиков вручную шампунем отмывали памятники бывшему президенту, площадь перед ними и подземные переходы. За обложку в столице Азербайджана точно беспокоятся. В тех же переходах, кроме обычной лестницы, со всех сторон работают элеваторы. По сравнению со старым городом очень сильно отличается набережная. Здесь расположено большинство дорогих отелей, но и другие построенные здесь сооружения поражают замыслами своих архитекторов. Над всем городом возвышается новый символ Баку – огненные башни. К ним можно как дойти пешком, так и подняться на фуникулере, который, кстати, не работает в понедельник. Смотровая площадка соединена с парком и военными захоронениями. Вообще видно, что азербайджанские власти стараются, чтобы город динамично развивался и шел в ногу со временем, чего, к сожалению, не скажешь о самой власти. Практически все прибыльные отрасли экономики распределены между сторонниками и родственниками президента. Что говорить, если власть к нему перешла от собственного отца? Когда я шел в направлении очередного архитектурного чуда Баку, Центра культуры имени Гейдара Алиева, то увидел совершенно пустую 3-полосную автостраду и кучу милиционеров по бокам. Мои догадки оказались не напрасными. Дорогу готовили к проезду кортежа президента. В течение 20 минут все ждали, пока кортеж из 15 внедорожников и люксовых машин проедет в сторону президентского дома. Такой маневр местная милиция осуществляет дважды в день. Как невежливо объяснил капитан, снимать эту процессию нельзя, но надо увидеть собственными глазами и рассказать другим. Все же с Азербайджаном у нас много общего. Что касается продолжительности пребывания в столице Азербайджана, то на просмотр всего стоящего хватит 2, максимум 3 дня. Если в Баку станет скучно, всегда можно поехать за город и искупаться в Каспийском море. В столице пляжей нет. Посмотреть на чудо в виде газа, который загорается при выходе из земли Янардак. Или поехать в Габустан, чтобы увидеть скальные рисунки доисторического периода.
Когда приезжаешь в Баку, то просто не можешь позволить себе пропустить местную кухню. Баку произвел на меня очень хорошее впечатление. Уверен, что уже через несколько лет город изменится еще больше, и, возможно, я не узнаю те улицы, по которым ходил совсем недавно. Но думаю, что хотел бы вернуться в Азербайджан снова. Кроме столицы в стране, есть еще многое, что увидеть и где побывать.